Лекция 2. Природа силы. В представлении большей части людей термин «личный магнетизм» является чем-то вроде особого истечения энергии, исходящего от магнетической личности и притягивающего к себе всех находящихся в сфере его магнетического влияния. Такая мысль, хотя в общем и ошибочно, тем не менее содержит в себе некоторую долю истины. И действительно, истечение притягательной силы от человека существует, но она не есть магнитная сила, поскольку термин магнетизм предполагает связь с магнитом или электричеством. Магнетический ток человека, хотя и порождает некоторое сходство с этими двумя родственными силами по своим проявлениям, однако он не имеет с ними ничего общего, раз это касается его происхождения и истинной природы. То, что мы называем личным магнетизмом, является тончайшим истечением мыслительных волн и колебаний, отражаемых мозгом человека. Всякая мысль, порождаемая нашим умом, является силой большего или меньшего напряжения, изменяющейся в величине и в зависимости от скорости, сообщенной в момент ее возникновения. Когда мы думаем, мы посылаем от себя тончайший ток, поступательно двигающийся подобно лучу света и влияющий на умы других лиц, часто удаленных от нас на большое расстояние. Властная мысль, снабженная могучей силой, понесется исполнять свое поручение и будет часто преодолевать инстинктивное сопротивление других умов от внешнего влияния, тогда как слабая мысль не в состоянии будет завоевать доступ в духовную крепость другого, разве только последняя совсем не охраняется. Повторные мысли, посылаемые одна за другой по одному и тому же направлению, часто в состоянии приобрести доступ там, где единичная волна мысли, хотя бы и более сильная, встретила бы отпор. Это является лишь применением физического закона в мире психическом, объясняющим старую пословицу о том, что капля камень долбит. На нас всех воздействуют мысли других и гораздо более, чем мы это предполагаем. Я не говорю про мнение других, но про мысли их. Какой-то писатель по этому предмету очень метко выразился, говоря: мысли – это вещи. И действительно, мысли – вещи и к тому же весьма сильного действия. Раз мы не уразумеем такого факта, мы всегда будем находиться в кругу властной силы, о природе которой мы ничего не знаем, да и существование которой многими из нас отрицается. С другой стороны, поняв природу этой удивительной силы и законы, управляющие ею, мы в состоянии будем подчинить ее себе и сделать нашим орудием и помощником. Всякая мысль, возникшая в нас, будет ли она слабой или сильной, хорошей или дурной, здоровой или больной, посылает от себя колебательные волны, влияющие в большей или меньшей степени на всех тех, с кем мы приходим в соприкосновение или кто захватывается в кругу колебательных волн наших мыслей. Мыслительные волны очень схожи с теми кругами на поверхности воды, которые образуются от брошенного в последнюю камня. Волны эти двигаются расширяющимися кругами, которые расходятся от центра. Конечно, если натиск мысли направляет сильные волны на известный предмет, то и сила их будет наиболее чувствоваться на нем. С другой стороны, наши мысли, действуя на других, влияют и на нас самих не только по временам, но постоянно. В присущих человеку мыслях и проявляется его вследствие этого библейское выражение, что мыслит человек в сердце своем, тем он и является в действительности, следует понимать буквально. Мы все представляем собой продукты нашего духовного творчества. Вы знаете, как легко представлять себя в розовом свете или наоборот, но вам еще непонятно, как планомерно направленная на один и тот же предмет мысль проглядывает не только в характере, что, конечно, неоспоримо, но даже и во внешности человека. Между тем, это доказанный факт, стоит лишь вам оглянуться вокруг себя, чтобы убедиться в нем. Вы уже, вероятно, замечали, как занятие человека отражается в его внешности и в общем характере. Какая же причина, по-вашему, этого явления? Ничто иное, как известный образ мыслей. Если когда-нибудь вы переменяли свою деятельность, то и общий ваш характер, равно как и ваша внешность, следовали той же перемене. Ваше новое занятие приносило с собой новый ряд мыслей, а последние реализировались в действиях. Может быть, вы еще никогда не смотрели так на этот вопрос, но, однако, это безусловная истина, полное подтверждение которой всегда перед вами, раз вы внимательно оглянитесь кругом себя. Человек, энергично думающий, обнаружит и энергию. Человек, мужественный в мыслях, проявит мужество и в действительности. Человек, думающий «я могу» и «я хочу», воплотит эту мысль и на деле, между тем как человек с мыслью о себе «я не могу» едва ли предпримет что-либо. Такая истина, конечно, известна вам. Теперь от чего происходит такое различие? Исключительно только от мысли, от повседневного образа мышления. Конечно, за мыслью воспоследует и самое действие. Но почему? Да потому, что иначе не может быть, ибо действие является естественным результатом настойчивого мышления. Раз вы думаете настойчиво, то исполнение не замедлит явиться. Мышление представляет величайшее явление в мире. Если вы этого еще теперь не знаете, то узнайте прежде, чем даже пройдете весь курс этих уроков. Может быть, вы скажете, что это не ново для вас, что вы о развитии воли и прочих подобных вещах давно уже знали. Тогда почему же вы не воспользовались этим и не проявили ничего на деле в отношении себя?
А я вам сейчас укажу почему. Вы думали я не могу вместо я могу. Теперь же ваше не могу я изменяю в положительное могу и еще в более решительное я хочу. Именно это я и имею в виду и намерен вложить в вас прежде, чем мы расстанемся. Мне кажется, что вы уже думаете, будто я хочу предложить вам разработанное, отвлеченное рассуждение о каких-то заоблачных вещах и, вероятно, надеетесь, что я разъясню вам, как вы можете приобрести себе долю магнетизма, чтобы быть способным зажечь кончиками своих пальцев, например, газовый рожок или же притягивать к себе других подобно магниту. Не правда ли, что так? Однако я говорю не про это, но я намерен указать вам, как вы можете развить в себе силу, перед которой магнетизм – ничто, силу, которая образует из вас человека, силу, которая проявит в вас ваше «я», силу, которая будет способствовать вам стать человеком высоких личных качеств, человеком влиятельным, во всем преуспевающим. Я вам хочу указать, как вы можете приобрести себе так называемый личный магнетизм, в том предположении, что вы неуклонно воспользуетесь моим указанием. Для этого стоит работать, и когда вы почувствуете развивающуюся в вас новую силу, то вы уже не променяете свое новое знание ни на какое сокровище. Не правда ли, разве вы не чувствуете себя уже теперь несколько сильнее? Конечно так. Я никогда не говорил слушателям в аудитории более 5 минут, а я могу и я хочу и о самосознании их я без того, чтобы они не выпрямили своих плеч, не приподняли своих голов, не стали глубже дышать и не смотрели мне в глаза так, как долженствует смотреть мужчине или женщине. Это именно и было проявление мысли в действии. Понимаете ли вы, в чем дело? Я посадил лишь маленькое зерно самопознавания, и оно дало уже ростки. Прежде чем закончить настоящий урок, мне желательно обратить ваше внимание на другое весьма важное явление относительно мысли, именно на притягательную ее силу. Повторяю, обратите на это внимание, так как это чрезвычайно важно. Избегая всяких попыток к научному объяснению данного вопроса и устраняя также техническую терминологию, я сжато объясню его так: мысли притягивают к себе подобные же им мысли, хорошие мысли притягивают другие хорошие мысли, дурные же дурные бодрые мысли, им подобные унылые мысли и мысли сомнения следуют тому же правилу, и так происходит это с целым рядом мыслей. Ваша мысль привлекает к себе соответствующие мысли других и тем увеличивает ваш запас данного рода мыслей. Понимаете ли вы, в чем вся суть? Если у вас образовалась боязливая мысль, то вы сами привлечете к себе все трусливые мысли окружающей вас среды. Чем настойчивее вы будете мыслить об этом, тем больший приток будет таких нежелательных мыслей. Но подумайте, я не боюсь, и каждая смелая мысль в окружающей вас среде, как сила, устремится на вас и будет вам помогать. Испробуйте это, в особенности же последнее. Устраните трусливые мысли. Разве вам не известно, что страх со своим старшим детищем, печалью, является причиной наибольшей бедности, несчастья, неудач, чем что-либо иное на свете? Страх и ненависть являются родителями всех дурных мыслей.